ребятки, я вас приветствую. Все, кто появляется, всем доброго вечера, доброго времени суток. И прошу вас, напишите по поводу качества звука и видео. И будем начинать. Сегодня у нас в эфире будет ритуал на отражение негатива нашим недоброжелателям. Расклад по тематике, по самому названию. Почему? Потому что после Самайна наши ребята, уж не знаю, вы в курсе, почувствовали ли, ставили крадники именно после Самайна. Что-то не доработали, не успели, или по балде уже отхватили, скорее всего. Вот такие вот колоды у нас сегодня будут присутствовать. Вот. Ну и, как я уже говорила ранее, для счастливчиков, кому-то дело на насмерть было. Потому что уже безвыходное положение, судя по всему, у недругов идет. Уже все, запаниковали. Желчью своей да завистью давятся. Ну, короче, заставили вы кого-то подобосраться, ребят. Так, по поводу ритуала. Свечу моему роду своему, кормим птичек, животных, кому хочется в храм, кому хочется подношение богам. Дальше все на ваше усмотрение. Так, будет у нас сегодня два варианта. Что еще хотела сказать по поводу акции, которую я озвучила в прошлом прямом эфире, она актуальна. То есть сейчас консультации у меня проходят со скидкой. И довольно-таки приличные. Кому интересно, обращайтесь. Только кому действительно это необходимо, а не просто понаписывать какую-то мне информацию. Так. Два варианта. Четко и конкретно смотрим бумеранги. Как прошли ваши ритуалы, мы посмотрим уже на следующей неделе. Там как раз уже энергии уляжутся к тому времени. Парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Сейчас чисто их посмотреть, что у них там происходит, кто это вообще, с какой целью, для чего и чего, собственно, добивались. Итак, определяйтесь, а то я так уже лихо все убрала. Итак, первый вариант. Просто сверяйтесь, кому делано было насмерть. Здесь крадники. Итак, кто делал? Власти мира мертвых хотели. Гармонии достичь. Нет стабильности связи с миром мертвых у человека. Власть теряем. Власть, да? Ну, а что ж ты разбазариваешь ее тогда на непотребное деяние? Человек в доме получил двуличность, обман, вероломство, фальшь, отношения на фальши, бизнес на фальши, на обманах, на треугольниках. Тяженько человеку. Очень тяженько. Угнетенное состояние. Что еще у тебя? Королева Пентаклей. Добрый день. Привыкшая к роскоши. Там любительница ботокса и тому подобное. Очень любит бабло. Ну, подождите.
Чья-то мать, жена, либо же по рабочим моментам может быть связано. Что у тебя там за спиной, что ты прячешь? Вот этот джекпот. Наказание баба получает. Наказание из мира мертвых, девочки. Ее предупреждали: не лезть, отступись, посиди, подумай, своей башкой займись. Давай как-нибудь потрудись над своими мозгами, да, не лезь в чужую жизнь. Нет. Здесь человек, который получил пиздюлей от высших, но, видимо, недопонял. Если кто в курсе, что это за мадам, вы в курсе, что было вам делано, в курсе, что она тормозить не собирается, предупреждение она пропускает просто, ну, как орешки щелкает. Долбите. Ну, тут просто, ну, по-другому таких не унять. Они пока не слягут, и то, знаете, даже вот так, чтобы ползать не могли, потому что поползут. Обращалась к магу-практику за тайными знаниями. Это красавица. Кто она вам? Та, которая хотела над вами власть обрести, которая хотела с вами совершить подмен судьбы, либо делала переклад. Здесь человек, который, в принципе, уже готов отправиться на тот свет. И он об этом знает, его предупредили. Еще момент. Возможно, какая-то болезнь уже, поняли, да, официальная такая, которая ведет только в низы. У этой женщины проблемы в семье. На костылях, возможно, какая-то, вот у кого-то проиграется, на костылях ходит. Не до конца парализовала, видимо. Страдает, грустно ей. Хреново себя чувствует, не уверена. Вообще ни в чем не уверена. Особенно, что касается семейных вопросов, доходов, семейного бизнеса, богатства, стабильности, уверенности в завтрашнем дне, своих заработков. Эта баба хотела такую же семью, как у вас. А на вас переложить свои неудачи. Видимо, ее все не так никто и не выбирает на статус жены. Либо же, если она замужем, ну, считайте, что там его нет. Она его просто извампирила, сожрала, либо мстила там, если это свекровь. Гневается бедолага, гневается. А на что ты гневаешься? На короля жезлов гневается, враждует с ним. Так, давайте-ка расставим точки над «и». Девочки, здесь проигрывается какая-то шкурка вашего бывшего, потому как по поводу свекрови здесь свекровушка, если кто смотрит, вдолбилась в поклоны в челобитную боженьке. Только непонятно, кто ее там слышит, а кто тебя слышит там. Подарки, премии, говорит, хочу, фортуну хочу. Угу, да, сейчас. Держи карман шире. Здесь вот то не пойми что, у которой семья все никак не получается. Но если на чужих костях ее строить, то какая ж у тебя будет семья? Что ж ты такая-то тупенькая? Здесь у бабы какой-то бизнесок, может, там завалялся, либо что-то вроде этого. Понимаете, баба слишком спешит, торопится, и крадники, кстати, от нее тоже были. Много пиздит, вот именно не разговаривает, здесь пиздит, и пиздит, как дышит. О всем, о всех, везде, всегда. Баба очень боится, что ее тайны будут раскрыты. Очень этого боится, боится этой огласки, возможно, планирует бегство, то есть переезд. Еще как вариант.
Еще как вариант под этими энергиями проходит даже бывший мужик, мечевой. А баба потому что подсел. Ну, то есть выпала королева Пентаклей изначально, потому что подсел. Побег, да, возможен и побег. Там, говорит, меня лучшее что-то ждет. Ваша любовь, ваше счастье. Девочки, кто находится уже в нормальных, адекватных отношениях с настоящим мужчиной, здесь вообще белка по поводу того, что вы счастливее, чем он. Здесь зависть к тому, что у вас есть бизнес, зависть к тому, как вы себя проявляете. Здесь именно баба. Поэтому, или потому, здесь, понимаете, здесь бывшего и бывший, они на одних энергиях, они сравнялись, потому что там, винегрет из вот этого всего дерьмища, которое они на себя нацепляли. А под одной энергией проходят, потому что люди схожи по кармическим долгам перед обществом, перед другими людьми и тому подобное. Поняли меня, да? То есть, может вот так вот проходить. У кого-то из них, возможно, какая-то потеря, либо смерть состоялись. Потеря чего? Смотрите, девятка мечей, смерть. Здесь кто-то у кого-то копыта либо откинет, либо скоро отбросит. Так а что вы страдаете? Это закономерно. Если человек в годах, если люди еще делали какую-то хрень, это закономерно. Да, здесь чья-то мать может копытами щелкнуть в воздухе. Здесь, знаете, детоньки, которые перелюбленные, либо недолюбленные, вечно под гнетом своих матерей. Как мужик, так и женщина, неважно, кто здесь выпал. Здесь вообще несостоявшиеся личности. И потеря матери для них равносильно, да, это для всех сложно, я не спорю, но для этих людей это равносильно тому, что они будут обосранные, голые, стоять посреди, я не знаю, там, на площади, где-нибудь в столице. Поняли, да? То есть здесь люди, которые привыкли, что их направляет кто-то куда-то и говорит, делай это, вот так нельзя. Сами они своим умом не живут, не умеют. С таким-то воспитанием. Так что это уже, в принципе, и есть наказание. Так, хорошо. Какого ляда вам-то это делано? Туз пентаклей у вас есть. Надо вам туз пентаклей прикрыть тройкой мечей, чтобы вас предали, либо вы ушли. Здесь человек хотел, чтобы вы оказались в обманутых ожиданиях по поводу своей второй половины. Ребята, вот у кого жизнь, вот вы живете и понимаете, что несмотря на всю вот эту вот мерзопакость, вы счастливы, хотя бы потому, что вот этой уже помойки возле вас нет. Там просто, люди сейчас в состоянии еще хуже, чем желали вам. Намного хуже. Потому что там и агрессия, там просто зависть вот изъедает человека изнутри. Очень хотелось бы, чтобы вы обманулись в каких-то своих ожиданиях, чтобы ваши отношения вам стали в тягость, чтобы вы разошлись с теми, кто вам дорог. И причем ожидают послания, что их ритуалика сработала. Реально сидят и ожидают. Туз пентаклей, любовь, деньги, здоровье, счастье, наполненность, большой успех. Здесь перекрывали все, что только могли перекрыть. Человек находится под иллюзиями. Да, вот и король мечевой у нас вышел. Под мороками, оморочками, под наркотой, возможно, либо под какими-то таблетками. Здесь мужик, который катается побухать и, извините меня, поиметь все, что движется и не движется. Радоваться хочется. Подарков, наследства хочется от своего рода. А дело в том, что вместо этого ему бросают вызов. Кто тебе бросает вызов? О, король пентаклей пришел. Смотрите.
Здесь может быть какой-то мужик, который будет вставлять люлей этому, ну, недалекому индивидууму, да, который на вас сделал вот такую программу. Причем мужчина значимый и состоятельный. Видимо, этот хотел что-то поиметь с него, как вариант. Да, ваш недоброжелатель совершил ошибку, его ожидает просто шикарнейшее падение. Совершена ошибка была с какой-то ведьмой. Либо заказывал, либо вы двинули. Здесь человек, девочки, здесь реально бывший. Если не бывший, сейчас расскажу, какая белиберда происходит в нашем замечательном мире. Ситуация не привязана ко мне, скажу сразу, на данном этапе жизни. Живет женщина в браке несколько лет, есть дети, дом, ну, короче, жизнь идет, как она идет. Появляется сотрудник на работе, мальчик, который почему-то себе придумал, что он хочет ее, и начинает влазить в отношения. Просто с бухты-барахты, без малейшего повода. Вот он решил, нарисовал в своей больной башке, что это женщина его мечты. И понеслась. Это рабочие моменты, это соседи, это какие-то друзья, всплывшие из прошлого, это те же бывшие, это бывшие любовники, причем мужики ваших бывших мужиков, понимаете? Ну, то есть, неважно, здесь фактор того сыгрывает, что через ваш образ у непроработанных личностей им показывают, да, как бы их мечту, давайте скажем так. И вместо того, чтобы люди начали как-то меняться, расти, они начинают, ну, пыхтеть над тем, чтобы с помощью магии, вызовы, привороты, всякая белиберда, развалить семью. И они почему-то думают, что вы их выберете. Мол, вам некуда податься, вы обязательно прибежите за помощью к вот этой вот гниде. Как вариант. Почему? Потому что здесь реально человек деградирует от своих чувств к вам. У него просто, ну, вот... Сказать, что человек помешан, здесь ничего не сказать. Ему очень хотелось бы дружбы, общения, связи, уравновесить ваши, понимаете, именно... Уравновесить эти тела в горизонтальной позиции и в вертикальной и тому подобное. Здесь, девочки, я вам могу сказать смело, и как думаю, дрочка на вас по ночам просто, ну, на ура идет. Кто знает, как на самом деле это срабатывает в энергиях, пользуйтесь. Думаю, кто надо, те меня поняли и услышали. Здесь просмотр порнухи с представлением вас. То есть, ну, не думайте, что это очень нормально, вот в башке вот такое вот. Это и есть его, кстати, наказание. Ну вот, пожалуйста. Он поставил себе важную цель, потому как он влюблен. Ну, что здесь еще сказать, ребят? Может бегать у боженьки просить, да, чего-то. А что ты просишь? Пятерка пентаклей у товарища или у подружайки у этой. Мальчики, на себя то, что я говорю, значит, эта девочка ваша в таких энергиях находится. Пятерка пентаклей, то есть ненужные траты, переживания за материю. Человека препятствия к получению денег, чрезмерные амбиции и просит еще. А амбиции обоснованы? Сейчас, секунду. Да нет, блядь, здесь дебил, шут, ну чё, о чем вообще здесь речь? Здесь человек, который не заслуживает то, что у него есть по факту. Ну, заслуживаешь то, что у тебя есть.
Да, вот теперь заслуживает. Вот сейчас началась справедливость с человеком. Обращается, возможно, и к боженьке, и не только к нему, просит вот этих благ, выйти из этого нищенского положения. Ну, дружище, ты ж решил магией, блядь, ломать чужую семью, чужую волю, лишить кого-то жизни. А что ты хотел вообще, алло? От чего ты там отталкивался? Ты... Человек в повешенном состоянии. Здесь его просто сейчас высшие силы имеют во все щели. Его хотят научить. А научат ли? Хорошо, это было. Ладно, проворно скакал по эгоизму, делал, что хотел. Человек будет очень долго работать. Еще у него такой бич, знаете, пусть работает кто-то другой, а я буду типа руководить и при этом ни в чем себе не отказывать и побухивать. Вот из этого всего его освобождают от этого. То есть не будет за что бухать. Друзья, естественно, там друзей у таких людей не бывает по факту. Есть те, которые дружат с ним, пока он чем-то там выгоден. Хотя он и сам может не прочь посидеть за счет тех же друзей в кабаке, в баре и тому подобное. А здесь человек такого, знаете, склада. Так вот, предки духи его рода его ведут к переменам, к росту. Еще повторюсь, здесь красавец либо красавица, оно, давайте скажем так, собирается куда-то переезжать. Планы у человека одни, но по факту будет абсолютно другой коленкор. Пока этот человек не достигнет согласия с самим собой, внутри себя в первую очередь, его высшие силы, будут и высшие силы, и предки рода будут каждый раз вкидывать в неприятные отношения, где предают, где люди вместо того, чтобы осознанно как-то расти как личности, каждый сам над собой, потом в семье, да, как бы над созданием чего-то. Здесь люди бухают, трахаются, ебутся. Все. Наркота, бухло, какие-то посиделки, тусовки, бары, рестораны, короче, покатушки неизвестно куда, неизвестно зачем. То есть бесцельное прожигание жизни. Но под всей этой эгидой интересных событий этот человек будет влюблен в вас до конца своей жизни. Это его сраное наказание. И до тех пор, пока он этого не признает, его будут каждый раз вкидывать в отношения, в которых с ним будут поступать так, как он поступил с вами. Мальчики, если смотрите на своих бывших дам, то же самое, что я и говорю. Да, здесь человек обречен вечно искать свою королеву кубков, пару для себя, та, которая будет отдавать ему эмоции, искренность, любить по-настоящему. Здесь каждый раз эти женщины, кого бы он ни выбрал, в какую бы часть света он не залетел, не забежал, не заполз, она все время будет с ним тягаться, и эти женщины все время будут его волю через 15-й аркан пропускать, подминать под себя просто-напросто. Будут попадаться женщины, которые с помощью магии привлекают к себе фортуну. Вот она себе что-то нашаманила, привлекся этот несчастный, она его затащила с помощью рогатки в постель, быстренько окрутила и понеслась, а он сидит, думает, что у него женщина его мечты, у девочек мальчик мечты. Потом со временем, получается, человек начинает вспоминать, а как было, блядь, я не тот выбор сделал, проявляет какую-то инициативу, возможно, чтобы съебнуть, а не получается, на него еще больше магии летит, больше проблем, узлов больше. Все закономерно, жизнь проходит в болоте. Итак, урок за уроком, декорации меняются, сюжет остается один. На этот сюжет человек из-за своей гордыни потратить может всю свою гребаную, несчастную, никчемную жизнь. Но это его выбор. И только его.
Потом периодически будет вот обращаться к этой религии. Что же я, блядь, нелюбимый, и меня не любят. Да где же моя вторая, блядь, половина и третья? А та, которая нужна как-то вот, ну, ко мне так, это, срать на меня хотела. Здесь будет обращение к разным колдовкам. И уже колдовки, то есть, ну, толковые будут рассказывать, что... Милый, ну тебе просто прилетело, блядь, над собой работай. А неадекватные, ну, которым бабло надо будет говорить, да давай накажем, чё? Давай накажем. Но будет одна женщина, которая ему внесет ясность в эту ситуацию. Но понимаете, внести, и человек начнет обучаться. Обучаться тому, как должны правильно строиться отношения и даже взаимоотношения не только по любви, не только секс, а вообще в целом друг с другом, человек с человеком, кем бы вы ни являлись друг к другу. То есть здесь наказание такой урок, знаете, долгоиграющий, то есть нормально, нормально. Здесь изысканно будут иметь человека, изысканно через постоянные потери. Здесь, знаете, даже не знаю. Вот я люблю, когда такие изыски, те, кто у меня на индивидуальном обучении, я объясняла всегда, и в принципе это не новость, да, для некоторых. Точнее не я, те силы, с которыми я сотрудничаю, которые я провожу через себя, особенно темная эта сила. Очень интересно срабатывают. Вот смотрите, знаете, что такое изысканно навалить? Это когда человечек считает, что он ухватил счастье вот-вот, а ты приходишь и ему ломаешь это все и рушишь. И каждый раз, когда он будет орать и просить Бога о смерти, ты придешь и спасешь его в этот момент. Вот тебе и эта гребаная закольцовка. Но это изысканно. Для меня да. По-другому я не отбиваю атаки. То есть, ну, только так. Чтоб человек, ну, отгреб по полной программе. Почему так? Потому что меня так учили. Причем в моей жизни. По-другому я не делаю. Соответственно, ваши враги здесь еще, понимаете, здесь они начнут проходить урок тот, который проходили вы. Если вы уже осознали эти моменты, разобрались в этих аспектах, значит, вот ваш недруг будет проходить это, потому что было делано через сердечную чакру. Цеплялись и начинали гасить. Неважно, за что они там зацепятся, понимаете, на что они надавят. Так что вот такой урок. Бегать будут, просить, а толку? Здесь человек должен сделать все сам. Он же захотел власти. Пусть он узнает, дайте человеку, ну, взять разгон перед тем, как он в пропасть сиганет. Так веселее смотреть за его полетом. Почему? Потому что здесь, понимаете, ну, люди, которые хотят власти, они, ну, не каждый ей соответствует, понимаете? Здесь по справедливости все то, что было на вас накинуто, возвращается на его сердечные чакры прицепами, вот этими жгутами, каналами, присосками. И тут знаете, в чем прикол? Человек может уйти в сраный Тибет, в монахи, потом выйти и опять встречать таких баб, которые будут трахаться с другими мужиками, а его иметь и, ну, вертеть на одном месте. Поняли? Почему? Потому что ты можешь обдурить кого угодно, даже самого себя, но не высшие силы. Пока здесь человек не проработает себя, его никуда из этой кабалы, из вот этой петли не выпустят. Возможно, он не только по отношению к вам так действовал. Его предупреждали, ему давали шансы, он из-за каких-то своих там прихотей решил лезть в вашу жизнь и как бы вообще прогибать пространство. Ну, соответственно, вот и результаты за власть.
Что еще? Понимаете, вы искушение для этого человека. Искушение, знаете почему? Потому что он надменно решил, что он тут будет вершить судьбы. А у тебя вообще, на это есть санкции? А ну-ка. Я типа исцелялся. Так а санкции у тебя есть? Ангелов-хранителей просил. Да нет санкций. Человек здесь со сломленной судьбой, сломленной волей, с кучей магии. Вот скажу вам честно, ребят, этому персонажу чиститься, сдохнуть, родиться, чиститься, сдохнуть, родиться. И так несколько оборотов. Если он и дальше в таком темпе будет проходить. Поняли, да? То есть бегай тут, не бегай. Чем больше чудит, тем больше получает. Здесь человек, который не желает себя прорабатывать. Никоим образом. Нет, я тут исцеляюсь. Мне нужны помощники, ангелы-хранители. Отравленная у него духовность, возвыситься хочет над другими людьми. Сразу, видимо, за счет денег, потом немного кукушку свою, знаете, подзалил или что-то случилось. А львы начали чиститься. Да те люди, там, знаете, которых он обижал, в осознанность вышли. Одним махом несколько людей. Неважно, как он обидел, обманул, обворовал, подставил человека, кроме вас, еще кого-то. Все вышли в осознанность, ему обраты пошли. Понимаете? Его пытаются научить. А научить здесь, оно необучаемо. Значит, будут обучать на таком уровне, чтобы до него дошло. Будут жестко, основательно и конкретно. Хотя здесь человек может себя позиционировать со святой личностью, то есть, понимаете, ни капли в рот, ни сантиметра в жопу, грубо выражаясь. Так что вот так вот первый вариант. Какой бумеранг вашему соседу прилетел. Не знаю, почему соседу, почему у вас он там сосед, вообще без понятия, но вот как-то так. Итак, второй вариант. Приступаем. Кто крадники? Тот, кто за вами шпионит. Связи с родом нет. На распутье. Так, а что ты на распутье там стал-то? Что ты запереживал так? Утомился, блядь, да? Аль утомилась. Ой-ой-ой-ой-ой, а заключать договора или не заключать? А что ж его делать? А как же быть? Ай-яй-яй. Человек под зависимостями. Здесь на человека перекладов много. Чужими проблемами занят вместо того, чтобы решать свои. Принял какое-то решение. И это решение привело к тому, что схлопнулось все. Теперь выпрашивает. Помилуйте, спасите, обосрался, помогите. Так, тот, кто за вами шпионит, внимательно шпионит. Прям переживает за вашу судьбу больше, чем за свою, судя по тому, кого мы здесь сегодня видим. Это вообще трэш да угар. Так, хорошо. Внимание вашего хочет. На вас смотрит, думает, такую же власть себе сыскать. Секретность такая у него, секретничает. Тихонько, как крыса, сидит и шпионит за вами. Осмотрительно человек себя ведет. Обращается к кому-то. Человек тоже под мороками, под иллюзиями, еще и полный дебил. Вот это трэш. Слушайте, а вот здесь я вам могу сказать так, девочки, почему и мальчики дебил? Сейчас объясню. Потому что это не обзывательство. Это, извините меня, диагноз даже есть такой, насколько я помню. Если я верно все понимаю. Вот те немногие куски в медицине. Здесь у человека кукушечка слетела-то.
Ну, здесь безумен человек, просто безумен. Здесь кому-то обращался, либо использовал знания кого-то, чтобы, ну, через Анубиса, через смерть работал, на том же погосте с миром мертвых. Переклады на вас какаху, себе новую рубаху. Поняли? Ну, за ваш счет. О, как. О, как. Девочки, здесь баба. Вот, у нас здесь баба, которая деградирует. И я спросила, как сам Анубис, ну, то есть не привязываемся. Может, она и к Анубису обратилась. Может такое быть. Говорит, да я же одна, я же в трауре, любви нет, одни трудности, по-женски проблемы у меня. Но дело в том, что ты Анубиса не наебешь. Хуй на ландыш не похож, понимаете? Здесь эти силы прекрасно видят, что это за женщина и что она в таком плачевном состоянии, по какой причине. Здесь женщина пришла деграднутая, ну, с вывихом на левое полушарие мозгов, и силы ей отвесили, что ей положено. То есть на нее слили определенную энергию. Давайте я так скажу. То есть на нее просто какой-то понос слили. Вот силы, к которым она обращалась. Возможно, здесь силы даже, знаете, как коль она вызывала мертвечинку, вот те души, которых она подвязала, просто свою карму на нее слили, и дальше они освободятся. Поняли, да? Вот и здесь под эгидой Анубиса это было. Это было дозволение более серьезных сил. Бизнесу трындец. Девочки, а я вам хочу еще, знаете, что сказать? А кроме этой бабы-то еще две есть. Видимо, ее мамаша, и которой они бегают. Втроем. Победы, говорит, хотим. Здесь 3 курицы. Та-да-дам, та-дам. Мы, говорит, изучаем магию. Ты же магиней стала, вот те, кто меня смотрит. Мы должны быть магиньками. Ты что, ёбушки-воробушки, блядь. Это вы на таких началах в магию залетаете, да? Ну-ну, молодцы. Все как обычно, понимаете? До вас уже миллиарды человек сдохли, блядь, из-за этой магии, и души те, блядь, как в мясорубке в аду вращаются. Вы очередные. Молодцы. А ведьма, которые обращаются, а ну, что ты им там на самом деле-то? Ха-ха-ха, бабло потянуло. Вообще, которое можно было не тратить им. И сказала им ровно то, что они хотели слышать. Денежки потратили, вообще расточительство конкретное. Вот это они вбабахались в этот ритуал. Девчули и мальчишки. Я вам что хочу сказать. Ради того, чтобы у вас что-то спиздить, господа готовы продать все. Смотрите, кто, ну, скоро будет на хлебушек побираться у церквушечек стоять. Авось там ваши знакомые лица мелькнут. Я вам говорю серьезно. Здесь бабы классно встряли на бабло. Вот так вот. У них будет все ломаться, везде будут опаздывать, не успевать. Мимо. Понимаете, как будто они будут проходить мимо всего мира. Люди не будут замечать. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ладно. Коль у нас тут такие пирожки, давайте, мечевая. Деграднутая. Кто она вам вообще, блядь? Так, кто на вас бесится, блядь, повесить вас хотела бы.
Баба, которая от вас получила обраты через мир мертвых. Хорошо получила. Кто эта пентакливая с ней? Ну, мамаша ее, наверное. Та, которая фальшь, обман, двуличная такая сучара. Но проворная, блядь, знаете, вот без мыла в жопу влезет. Да, они по роду связаны. А здесь сестры могут проходить, мамы. А ведьма, что ты там из себя представляешь, ведьма? Ну, допустим. Окей, ну, хорошо. А какого... Давайте так, а какой вообще... Здравствуй, жопа, Новый год, приходи на елку. А что они, короче, они этой ведьме за вас какую-то херню на уши навешали. Она-то, в принципе, была в нормальных энергиях, я вам хочу сказать. Ну, как для практика. Ну, есть свои недоработки, блядь, ну у нас у всех они есть, мы не идеальны, ну реально. Здесь человек, который работал над собой, у которого есть знания, связь с высшими, обмен, усилия, все, что люди идут. А дело в том, что баба-то эта ведьма скоро поймет, какой ей пиздец из-за этих клуш да прилетит за эту работу. Ой, поймет, что она вляпалась в неприятные отношения с двумя конченными, умалишенными курицами, которых вот следовало бы вот там и сжечь, куда она их водила. Больше бы толку было, кстати. Это для этой ведьмы. К практику, кому они обратились. Ну что, нормальное жертвоприношение было бы толковое. Так... Это, конечно, жесткий черный юмор, ребята. Вы не обращайте внимания. Это просто, ну... Это мой стиль. Короче. С этой... А от вас что она получит? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Девочки, а здесь, вы знаете, все по накатанному сценарию. Вот для кого-то из них, вот этих магуек, проиграется даже смерть. Но для большинства какая-то серьезная авария, проблемы, ну то есть жесть, трэш какой-то начнет твориться. И дело в том, что бороться будет теперь то, что легко раньше давалось, в том числе и ее дар. Что с ее даром? А сила-то была, и цели были нормальные. По справедливости все будет. Крадниками обрастет. Это ведающая... в кавычках. Так, давайте-ка посмотрим еще. Что эта пентакливая делает против вас? Что ее заклинило? Ей нужны ваши ресурсы, чтобы стартануть куда-то. Возможно, переехать хочет. Либо в путешествие элементарно сгонять, чтобы ей бабло привалило. Короче, здесь, знаете... Я вам хочу сказать так, горе от ума, блядь. Даже если это дочь и ее маманя. Одна шла для одного, вторая шла для другого. То есть, понимаете, эта чушка, короче, мамаша обставила и свою дочь, и эту ведьму. Мамаша пошла за тем, чтобы у нее мужик появился, и неважно, сколько ей лет. Ей нужен тот, кто ее будет обхаживать, поняли? И бабло ей носить. Это мамаша. Та, которая, давайте скажем так, постарше баба, если это какие-то подруженцы там. Вот, и не мать с дочерью. А это что от вас хотела? Любви хочу. Работы хочу, я же так старалась. И семьи хочу.
И согласия, веселья хочу, и власти хочу, всего, блядь, хочу, подарков хочу, любимой быть хочу, императора хочу, блядь, а он на меня не смотрит. Короче, вы поняли, да? В каком аспекте? Хорошо, разобрались с колдухой. Смотрим по поводу мамаши. А ну-ка, что ты получишь, блядь? Ты ж, блядь, явная. О, да. Отлично. Получит она, блядь, то, что просила. Как я всегда люблю говорить, господа, правильно формируйте свои желания. Ой, а эту клушу полностью освободят и от тех несчастных единиц, которые реально там люди просто, может, не разобрались, что она из себя представляет, и, ну, считали ее там подругой хорошей, да, допустим, там, классным сотрудником, и те нахрен в ней разочаруются, как высветится ее нутро, и пойдет она вальсом, лесом и с прискоком, короче. Вот такие наказания будут. А чё они вообще на вас сипнулись-то, блядь? Болезни, плохо, болото в жизни. Даров. То есть ваши тупо забрать. А схуя ли вы решили, что вы на это имеете право? От эгрегора пиздюлей получили. Ну и тогда бегали. А чё вы туда бегали? Исцелиться, говорит, хотим, блядь. Вот от эгрегора и пиздюлей, кстати, это мамаша Пентаклевая, это которая старше и получит еще. Ох, допросилась, молодец. Допросилась. Так, почему эти две овцы на вас взъелись? Дьявол, луна. Есть еще варианты? Ну, с башкой не лады, блядь. Обманутые ожидания, магия не удалась. А что вы им хренового сделали? Вы их магию разрушили. А вы маг лучше, чем они. То есть, ну, нормально вообще? Блядь, люди, вообще, вы в своем уме нахрен? Что за херня происходит? Здесь они хотели, чтобы вы совершили ошибку. Здесь такие курятинки, которые провоцировали вас на то, чтобы вы где-то оступились. Слишком вы идеальны. В магии, в своем образе жизни, ваша семья, ваш дом, ваши дети, блядь, я не знаю, там, и именно те трусы, которые вы выбрали, даже если вы их в секонде покупаете, ребят, я просто сейчас уже ржу, блядь, эти трусы будут для них идеальны, я вам серьезно говорю. То есть, ну, как вариант, чтобы вы поняли, насколько там кромешный пиздец в башке. Они с вами сражаются. Получили уже не единожды и сражаются. Так а что сражаетесь? У вас знаний больше, чем у них, девочки и мальчики. У вас больше ведических знаний. Вы, понимаете, вы любите обучаться. А эти хотят готовое. Я не знаю, как объяснить еще. Ёлки-палки, попробуйте на флешку в 100 мегабайт втиснуть 10 терабайт. Во-первых, вы не впихнете невпихуемое, а во-вторых, даже то, что вы впихнете, боже упаси, вы ж не поймете вообще ни хрена. И не важно, какой боже, если честно. Даже вот по 15-му, если он для вас таковым является. То есть, ну, люди не понимают этого, структуры вообще знаний. И для чего это? И что не каждый вообще, ну, способен справиться с этим. Но они решили, что они справятся. Причем сделали и такие довольные бухать побежали. Ой, ждет им еще прикол. А кто этот будет? Ну, сейчас я уточню. Тут их ожидает интересный персонаж. К ним придет определенная сила. Хорошая сила, для вас хорошая, не переживайте. С них маски послетают, в треугольниках. Ого! Ну, короче, ребята, я поздравляю вас. Девочки сами себе довызывались, не пойми кого из
Понимаете как? Здесь, кто работал на кладбище, вот скажу честненько, на этот Самайн, те, кто работал именно на кладбище, вот эти вот бабы, не так даже страшно. А вот те, кто вдолбился на места силы, вот, по вот этим клушам, ох, не пойми, что-то там к ним веселое да придет и поставит их на место вдоль и впоперек, кстати. Здесь, значит, долго думали, делать или не делать, стоит или не стоит, и такие, ах, все равно буду делать. Девочки, здесь, если подруги, понимаете, ваши какие-то бывшие, здесь одна вот помешанная, хочу мужика, хочу власти, хочет быть лучше вас, полностью копирующая вас, а вторая либо просто на подхвате со своими проблемами, либо же по факту, знаете, у них проигрывается такой сценарий, что одна руководит другой. Вот как-то так. А ну-ка, уточним-ка, что здесь с вашей родовой системой, господа. Стабильности с родом хотим, знаний хотим, обходить кое-какие моменты хотим уметь. Здесь у этих барышень, ребята, не получается сотрудничество ни с силами, ни с предками, духами, даже их рода. Они сипаются на ваши ресурсы. Вот так-то. Здесь люди, которые периодически, знаете, то в засаду садятся, блядь, типа непрогляды на себя накидывают. Чик-чирик, я в домике. Ну, как они считают, что их не видно. И потом из-под тишка нападают. То есть, знаете, как влазят в вашу жизнь опять. Считайте, что у этих господ больше нет защит. Вот вы знаете, они ожидают еще послания. Я же сказала, еще энергии не запустились на все 100% после Самайна. Вот буквально диндон на днях. Они запускаются, и к вот этим двум дамам приходит нечто, то, что они вызвали. А потом мы поглядим, кто же к ним, решил наведаться. На распутье стояли девочки, предупреждены, всех предупреждают. Но почему-то люди как-то, слишком себя любят, когда их другие любят, иллюзий много у девочек. И знаете, и такое смятение, неужели вы знаете больше, чем они? Понимаете, они ни хрена себе такого быть, блядь, не может. Вот в таком аспекте. Им откровение пришло за ваши силы, за ваши знания, за ваши умения, что вы начали получать результаты и плоды своего труда и своих вложений, которые, возможно, каждый из вас сделал свое обучение в знания, в эзотерику, в магию, просто в повышение вибраций годами. Понимаете? А они решили, что они вот так вот нахрапом все возьмут. Девочки, практики, кто меня смотрит, и это ваши подруги, так сказать, коллеги по цеху в магическом аспекте. А им-то пришло откровение о том, что это они у вас должны учиться. А вот Пентаклевая вообще считала, что вот именно у нее все только должны учиться. У нее сверхмаксимальный уровень могущества. Понимаете? И они реально подохренели, да быть такого не может. Мы же здесь звезды. Ну а если это, допустим, какая-то шкура бывшего вашего со своей мамашей, которые хотят вернуть, либо его сестра с его мамашей, поняли, либо тетка еще там с кем-то, какого-то мужика, даже не бывшего, который там
тоже, знаете, просто привлек эту нечисть в ваше пространство. Специально, знаете, здесь мужик, который натравливает на вас других баб, потому что ему больше, никаких вариантов не срабатывают, делать больше нечего, все, агония. У человека агония, и он помешан на вас. Это вот как раз первый вариант. Вот человек просто помешан на вас. Там с ним дьявол будет разбираться. А тут эти барышни, знаете, этим двум личностям поучиться бы у вас, гордыни, понимаете? Их очень бесит, что вас ценят другие люди. Потому что вы реально можете приносить пользу, и неважно, кем вы работаете. Им надо было отречься. Силами контакт наладить было бы лучше, а не в подлость. Так им известие пришло, что за это они получили от-та-та. Они, видимо, отхватили хорошенько, ребята, решили быстренько на вас это скинуть, чтобы не отрабатывать. Хорошо, ладно. Все, опять же таки, слишком все, блядь, банально со стороны вот таких вот деградантов. Удивите, блядь, уже чем-нибудь. Поступите не так, как все остальные поступают в агонии перед... Понятно, неупокоенные придут к ним в гости и скажут: здравствуйте, хорошие наши, а мы с вами будем жить в вашей башке, на вашей башке, возле вашей башки, и никуда мы не уйдем, и будете вы видеть только то, что нам будет интересно, пока мы вас будем кушать. Здесь неупокоенных душ на себя нацепляли. Девочки еще, кстати, будут отрабатывать уроки, будут проходить обучение на тот вопрос, как избавить себя от приворота. Если они делали привороты, использовали это, только такими методами семьи строили, вот теперь будут изучать вдоль и впоперек, как от них надо почиститься. И можно ли? В их случае, получится ли? Привороты не только на мужчин. Привороты на ваш ресурс, на вашу стабильность, ваши денежки. Приворот на вашу детородную функцию. Девочки, поняли, да? То есть, такие клюшки найдут, что воровать. Замутненный рассудок будет у девочек. Вот это, блядь, трэш, да угар. А что вы им херового сделали? По их мнению. Они решили, что вы колдовали, атаковали их и разрушили их связь с предками. А на самом деле, что произошло с их предками? За их лицемерие мстят. И этим бабам мстят те же их фамильяры, духи-помощники, предки, кто им помогал. За их лицемерие. А лицемерие по отношению к вам было? Да, и вы об этом узнали. Вы прям знаете, вы как будто раскрыли, кто это есть. И, кстати, вы получили эту информацию от других сил, не от одного человека. Я бы даже не сказала, что этот человек здесь проходит. И здесь высшие силы наблюдали за этой ситуацией. Возможно, здесь подруженцы, с которыми вы там дружили с детства. Не знаю, как вариант. Они пошли в магию, вы пошли в магию. И тут вы их обхлобыстали, понимаете? Потому что над собой работали. Им проще сказать, что вы на них напали, чем признать тот факт, что вы их обошли, и они теперь сзади. Вот и все. Банальная зависть, блядь. Ничего нового, в принципе. Здесь высшие силы наблюдали за этим всем. Возможно, вы вообще их друзьями своими считали. И уже высшие силы такие, знаете, постучали к вам. А ну, смотри, блядь, две обосранные рядом с тобой. Что они здесь, блядь, делают? Ты что? Алло, проснись, двигайся давай. А вы им что-то делали? Делали. Ну как делали? Девочки, здесь у кого-то из вас, и мальчики, сила мысли отменно работает. Вы подумали, а там уже обосрались. Ага. А почему вы так подумали?
А они забирали, сейчас я все расскажу. Так, ребята, во-первых, ситуация кармическая. Как вы у них чему-то научиться должны были, так и они у вас. То есть, понимаете, здесь... Я не скажу, что вы здесь аленький цветочек. Вот ни хренашеньки. Здесь вы четко поняли, что эти люди воруют ваши блага и просто разнесли нахрен их связь с родом. Потому что здесь вы выявили, что они вам лгали. Им еще кто-то помогал, они обращались как бы, ну, что не, ваши блага забираются. Они там и за защитами обращались и тому подобное. Но здесь баш на баш, что? Вы должны были встретиться, то есть. Случилось, да и случилось. Каждый сделал свои выводы. Это если, допустим, с подругами ситуация. А если там какие-то куропатки из-за, ну, какого-то вот недомужика, блядь, который за вас всякую херню, сплетни разносит, чтоб его другие шкуры жалели, да и ноги перед ним раздвигали. А ну-ка, тогда что? Ваш путь хотят. Ваш путь хотят. Хотим такой же связи с родом. Понимаете, даже не с родом, нет, с высшими силами. Почему вас высшие силы слышат, слушают? Почему у вас удача? А мы ж такие жадные, блядь, нам сердце разбили, мы собой тут жертвовали, обереги. Здесь люди, которые отдали ребенка, своих детей в жертву силам, чтобы себя защитить. Скрытый умысел, чтобы держать треугольник. Там мужик, видимо, им просто для бабла нужен, поняли? Ну и как бы проклятие на этом мужике. Все для их новой жизни. А мужик мог заболеть, они будут болеть. И мужик этот подсел. Ну и потом за помощью на погост будут обращаться, бегать. Ну, блядь. Беги, Форест, беги. Ай, как-то так. Ребятки, вот как-то так сегодня у нас в раскладе. С кучей мата, но шло как шло. Уж кому не нравится, господа, пардон, я вас здесь не держу, да, и не удерживаю. Просто сегодня такой поток. Вот. Это не потому, что я злюсь, не потому, что какие-то моменты. Нет, ребятки, вот такая энергия сегодня со мной присутствовала. Короче, какого хрена? Кому не нравится, тех здесь нет. Если вы еще здесь, у меня вопрос, что вы здесь забыли. Что вы себе ушки насилуете? Правильно? Так, хорошие мои, в скорости посмотрим, как у вас проходят ваши ритуалы. Я всем вам благодарна. В комментариях пишите, как у вас что проигралось. Кто хочет консультацию практически в 2 раза дешевле, прошу, обращайтесь, не стесняйтесь. Возможно, я ее продлю до Нового года, девочки и мальчики. Я посмотрю, почему. Потому что после Нового года ожидайте, будет подъем в любом случае. Не потому, что я так хочу, а потому что вы сами видите, насколько наше экономическое положение в странах скатывается в жопу. Вот, но это не говорит о том, что я не буду делать акции. То есть свои моменты присутствуют и по поводу безоплатных раскладов для определенных людей. Тоже все актуально. На этом добра всем осознанным. Ну а остальным все, что заслужили, как бы по справедливости пусть и будет. Всем пока-пока.